Итак, друзья, давайте начнем наш урок, посвященный Ван Гогу. И сейчас я пару слов скажу о композиции, да, о том вообще, что происходит с этим прекрасным портретом. У меня альбом, прям мы прикрепили альбом посвященный коллекции музея Ван Гога в Амстердаме. И почему именно альбом? Потому что на самом деле очень сложно найти портрет, который точен по колористике. И именно в альбоме, как мне кажется, должна быть наиболее точная репродукция по цвету. И обратите внимание, что общая колористика, да, холодный такой зеленый оттенок. Это портрет мальчика, который я сейчас вам все рассказывала подробно о истории, да. И обратите внимание, что композиция, да, мы сейчас будем, как всегда, да, как в каждом уроке, делать разбор этой работы по 3 понятиям: композиция, тон, да, вы все помните, и фактуры. И вот в случае Ван Гога фактура — это прям такой ключевой момент. Итак, по поводу композиции, да, обратите внимание, насколько вверху оставлено много места, да, для просто воздуха, да, какого-то фона. И само лицо находится в нижней части листа, что в принципе противоречит канонам, таким классическим канонам композиции, но это сделано для того, чтобы мы, как зрители, чувствовали себя, что мы смотрим немножко сверху на мальчика, потому что это непосредственно маленький мальчик, и есть в этом какое-то естественное ощущение, как мы сверху в ракурсе видим и в жизни, да, маленьких детей. И в связи с этим, кстати, мы знаем, да, что у Ван Гога не было такого академического образования, и он мог себе позволить играть с композицией для своего сюжета. В связи с этим нам сейчас важно тоже поймать вот этот ракурс, что мы смотрим немножко сверху. И давайте вот на скетче, да, сейчас попробуем уловить основные моменты. Итак, начинаем с композиции. Я прям сразу начинаю углем, потому что мне хочется сделать это быстро и информативно. И вам рекомендую не вдаваться в детали, не пользоваться ластиком. То есть просто вы что-то можете стереть руками либо салфеткой. Достаточно такой серьезный у меня уголек, не самая тонкая палочка. Мне кажется, для этого это хорошо. Итак, сразу мы можем в композиции зацепиться за то, что вот эта кепочка этого мальчика, да, вот есть такая прижатая точка к листу. Сама работа, кстати, 40,5 см на 32,5 см. То есть она вообще крошечная. Представляете, ну, практически А3 формат, поэтому мы с вами будем очень близки к оригиналу. И пропорции почти квадрат, да? Поэтому, пожалуйста, достаточно точно перенесите пропорции самой работы, это важно, от этого зависит все остальное. Далее мы сразу находим точку, которая упирается, да, у нас в край листа. Далее точка в угол у нас упирается. Все-таки это произошло. Далее мы ищем край кепочки и еще одну точку, да, крайнюю. Это вот эта поверхность пальто, да, который уходит уже в край тоже листа. И условно, просто условно, да, как всегда, мы обозначаем общий такой силуэт, общий контур. Стараемся просто для себя определить масштаб на листе. Самое важное, друзья, вот внимательно сейчас услышите меня, очень важная информация. Забудьте про то, что это портрет. Это набор линий, тона и штрихов, фактур. И именно так вы сможете перенести это изображение точно и почувствовать манеру мастера. Если вы будете пытаться изобразить его портретом, то есть просчитывать пропорции, что-то там выстраивать, переживать, что у вас портрет это там не сильная какая-то, может быть, сторона, то все, пиши пропал, ничего не получится. Поэтому расслабьтесь. Это просто набор линий. Это не фотография даже, да, это живопись. Итак, условно, да, мы определили наш силуэт. Пропорции, да, какие-то основные. То есть можете для себя чуть подробнее общий силуэт кепочки, потому что я знаю, мои ученики часто утрируют эти пропорции, и кепка становится, допустим, либо слишком гигантской, либо слишком мелкой, что тоже неправильно. Уточняем. Далее пропорции самого лица непосредственно.
То есть очень важно поймать вот эту точку подбородка, да, где она. И там сколько-то остается одежды. Все, для композиции этого достаточно. Переходим к тону. Тон я покажу прямо на этом же скетче. Обратите внимание на эту работу. У Ван Гога есть такая серия очень гармоничных по колористике работ, в том числе это. В основном это, кстати, портреты. Когда он изначально использует один цвет, и потом уже включает другие оттенки сверху, вторым, третьим слоем. В данном случае один тон у этой работы, не только одна колористика, но и один тон. И практически нет какой-то контрастной разницы по свету или тени. Поэтому просто берем торцом уголь, просто вот так вот прям покрываем всю нашу схему. Это один тон. Примерно то же самое мы будем делать и цветом, кстати. И аккуратненько просто можете растушевать. Просто чтобы фактура угля нас не отвлекала, чтобы было мягко. Такой средний тон. Мы помним, да, что мы всегда разбираем на градацию по тону на 3 простые такие как бы степени. Светлый, средний и темный. В данном случае все такого среднего тона. Можно еще потемнее, да. Вот можете прям так калякать. Углем не бойтесь прикасаться к листу. Уголь многое прощает. Даже несмотря на то, что его нельзя стереть. Но это очень-очень маневренный материал. И быстро растушевываем. Стараемся не терять наши предварительные линии, да, потому что они также могут растушеваться, поэтому так их обходим аккуратненько. Быстро ла-ла-ла. И примерно, не знаю, сколько у вас там, 3 минуты это должно все вместе занять. Я просто медленно объясняю, чтобы все услышали. Итак, теперь после вот этого тона мы просто элементарно продолжаем третью нашу схему прямо на этой. Выявляем фактуру. Для Ван Гога это невероятно принципиальный такой момент. Что значит в данном случае фактура? Здесь что там переданы материалы одежды или как-то невероятно мы чувствуем, какая там кожа у молодого мальчика, у юного мальчика. Нет, абсолютно нет фактуры мазков, в данном случае штрихов. Это и есть то средство, которым Ван Гог выражал объем. Здесь почти нет цвета тени, очень условно. Но здесь есть направление вот таких штрихов, которые идут по форме определенным образом. Где-то они светлее, где-то они темнее, где-то они толще, где-то тоньше, легче. И именно это и выражает объем данного изображения. Поэтому просто вот так условно для себя, да, не надо сейчас там супер подробно пересчитывать все эти мазки, но условно для себя изобразите, что здесь происходит и каким образом мы получаем объем. Это как раз может быть наиболее даже важный ключ к работам Ван Гога. Я очень надеюсь, что вы по-другому начнете его видеть и чувствовать его искусство. Я не фанат Ван Гога, но я знаю, что мы многому можем научиться у этого гения, очень самобытного, практически самоучку он. И в итоге он образовал новый стиль, постимпрессионизм. Он был новатором своего времени, непризнанным при жизни. Но в итоге мы все прекрасно знаем, как сейчас ценятся его работы, сколько они стоят. Так что цените гениев при жизни. Итак, продолжаем проявлять просто фактуры. То же самое с лицом. Чуть легче нажим на уголь. Тогда получаются штришки такие тоненькие, легкие. Я даже не меняю палочку. Вы можете, если вам удобно, взять уголек поуже. Не бойтесь, что лицо будет выглядеть там волосатым или еще что-то. Нет. Мы проявляем фактуру. Можете намекнуть здесь на положение глаз, заодно подумать про их масштаб, чтобы тоже они не получились либо слишком крупными, что чаще всего, потому что акцент, когда мы смотрим на лицо, куда мы смотрим, в глаза, и начинаем рисовать его с глаз. Поэтому глаза получаются гигантские, обычно, все остальное маленькое. Не повторяйте этих ошибок, пожалуйста, за всеми остальными.
И не делайте глаза слишком крупными. Намекаем на кончик носа. Намекаем на него не просто потому, что это нос, а потому что здесь есть конкретные такие линии с очень сильным, внятным, четким нажимом. Сразу это можете проявить. Продолжаем штрихами выявлять фактуру. Намекаем на второй глаз. Просто второй элемент, который мы видим на этой поверхности. Очень все условно, да? И рот. Пожалуйста, не делайте рот слишком мелким. Рот — это такой разрез на лице, который на самом деле достаточно крупный. Это так, отступление про лицо, но, повторюсь, забудьте о том, что это лицо. Итак, продолжаем штрихами, уточняем контуры нашего элемента композиции. И теперь штрихами переходим в одежду. Или назовем это просто следующая область изображения, чтобы вы не путались. Что одежда, там лицо, это все неважно. Может быть что угодно. Это может быть, не знаю, могло быть животное, дерево и так далее. Ван Гог, кстати, между ними практически не делал различий. Для него любое изображение — это портрет. И теперь чуть растушевываем, да, все, что мы тут натворили. Просто прикасаемся пальцем, не растирая как-то сильно, просто слегка смягчаем наши жесткие такие штрихи, касания, но не растушевывайте. Просто немножко делаем помягче все это. И последнее, что мы сделаем именно как предварительную работу на схеме, это мы проработаем контуры, что тоже являлось невероятно важным в работах Ван Гога. Я беру узкий уголь, максимально узкую палочку, которая у меня есть. Вы тоже можете взять и просто сильным нажимом, вот максимально сильным, обводим элементы. Такой немножко, знаете, это прием мультипликации на самом деле. Удивительно, что он появился в середине XIX века. И это невероятно помогает объему. Вот эти все складочки, да, условные, они очень условные. Они, скорее всего, даже к реальности не имели отношения, но для своей композиции Ван Гог решил их сделать. Начинал он, кстати, как вы уже знаете, с реализма. Ну, насколько это можно назвать реализмом. Но, тем не менее, выявил, что для него характер изображения и те чувства, которые он испытывает к этому изображению, намного важнее, чем реалистичность. Смотрите, если кожа, да, в данном случае все, что относится к лицу, имеет другой оттенок, немного другой оттенок, да, благодаря следующим слоям, то здесь и контур, да, достаточно легкий, обратите внимание. То есть какой контур у кепки и кафтана или там пальто, что это, и какой контур в нажиме у лица, это совсем разные вещи. Обратите на это внимание. И немножечко полегче, да, вот здесь проявите. Нажим чуть полегче в лице. Вот под подбородком нажим конкретный. Во-первых, потому что под подбородком всегда тень, и от этого не уйдешь. Это прям хочется. Во-вторых, потому что это такая крайняя точка изображения, тоже всегда так делается. Рот вообще там практически сливается по тону со всем остальным. Ничего вообще там не видно. Нос, да, вот делать здесь тоже, так как это теневая часть, свет типа, ну как бы сверху, хотя здесь нет совершенно какого-то выраженного источника света. Освещение очень диффузное изображение, как почти на всех изображениях Ван Гога, особенно на портретах, очень-очень диффузное освещение. Здесь уточняем по тону, по фактурам. Вот здесь такие штришочки, которые по нажиму как контуры. Очень условное проявление бровей. Они просто на самом деле как точки композиционные. Все так достаточно условно. В глазах есть очень сильный нажим, да, такие вот два контура, которые тоже как служат нам для объема именно, как теневые такие
фрагменты. Доделываем все контуры, которые нам нужны. Стараемся точно разобраться здесь, чтобы потом уже на чистовике, назовем его так, на формате А3, вам было легче. Так, ну в принципе проработали контуры, в основном понятно, да, с градацией нажима линий, что происходит. Теперь последние штрихи мы просто немножко проявляем фон. Обратите внимание, что вот эти мазки, штрихи на фоне идут прям таким ореолом вокруг самого главного персонажа этого изображения, вокруг портрета самого мальчика. И фон как воздух, который, как, не знаю, какая-то атмосфера вокруг этого лица. Это очень подчеркивает акцент на лице, на самом деле, на главном персонаже. Очень хороший прием. Предлагаю вам его намотать на ус и пользоваться. Ван Гог изучал же японские гравюры, да, как вы знаете, и он часто в своей живописи использовал какие-то вот элементы классической японской гравюры, в том числе как раз вот такой ореол вокруг изображения и контуры очень сильные. Это пришло к нему, как мне кажется, как я вижу, по крайней мере, по данным, да, биографов, оттуда к нему пришло. Чуть уточняем контур. Ну, можно сказать, что вот схема готова. Еще раз давайте повторим, да, что здесь произошло. Композиция достаточно нехитрая, но важно дать ощущение ракурса, что мы смотрим сверху. Тон совершенно однородный, средний тон с какими-то буквально нюансами, которые мы уже краской именно выполним. И по фактурам очень важно сделать именно верное направление штрихов, далее мазков, да, для того, чтобы проявить форму, объем. И вот этот ореол и контуры — это такие финальные у нас аккорды, которые проявляют именно технику и определенную манеру Ван Гога периода Арля. Да? То есть это за 2 года до его смерти сделан портрет. Это практически конец его жизни, расцвет его творчества. Один из моих любимых портретов. Ну что, переходим к цвету.